Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. События будущего. Знаки судьбы и что скоро случится или произойдет. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Итак, рассмотрим события ближайших дней через метафору карт. Какие повороты судьбы спешат в вашу жизнь, чтобы понять те глубинные процессы, которые происходят в вашей душе и формируют ваши отношения к данному вопросу или какой-то проблеме с целью найти решение, пережить эмоционально и снять напряжение. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, таро или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Таро лишь один из способов самопознания. Или где-то это тот инструмент, который нам помогает адаптироваться и рассмотреть альтернативные варианты. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но если мы говорим знаки судьбы, 4 карты давайте с вами достанем и будем рассматривать как знак судьбы или подсказку, в какой сфере жизни могут произойти какие-то важные события, перемены. А может быть, не будет ничего такого важного, а наоборот, спокойное течение жизни. Вот давайте узнаем события ближайших дней. Продолжим на колоде карт Таро. Ну, наверное, скучать будет некогда. 8 жезлов. Тут что-то ускоряется. У кого-то... что-то интересное у вас такое будет. Давайте я оставлю эти карты. Всячески положительные. И выпали они вот таким образом. 2 последние открыла я сама, а первая это у нас 8 жезлов или карта скорости. Когда словно, действительно, вы набираете темп, либо обстоятельства как-то будут складываться по-особому. По 8 жезлов на нас влияют события извне или решения конкретных людей. И нам нужно продумать, как с этим совсем взаимодействовать. Мы не можем терять времени, кстати, потому что это сама по себе возможность. И где-то, пусть не в этой колоде, но иногда 8 жезлов олицетворяет трансформацию. Поэтому вы можете изменить что-то, к примеру, в личной жизни, в отношениях, проговорить, может быть, друг с другом откровенно какие-то темы, которые вас волновали, но вы их словно утрамбовали в свою душу. Здесь нет. Наоборот, больше ясности, я бы сказала, может быть, или дать вам эта декада при должном внимании, что пытается войти в вашу жизнь. Вот именно так. Пусть это будет посредством информации, значит, это важно, мои дорогие львы, хотя бы с той позиции, что, скорее всего, будет иметь воздействие или продолжение какого-то дела или вопроса, а начинается это с информации. Вот информация приходит, как по 8 жезлов, или получаете вы какой-то документ. У кого-то это будет предложение, у кого-то банально какой-то важный разговор. Или пусть это будет как смс-сообщение, или в мессенджерах вы с кем-то общаетесь, и тоже что-то узнаете, или вам предлагают, или вы сами что-то хотите изменить. Опять же, ищите информацию. Вот есть какая-то отправная точка. И с этого момента это нужно продолжать. С чем-то нужно именно разбираться, потому что есть определенный бонус по аркану Солнца, что это для вас будет иметь значение до конца 2025 года. Потому что Солнце – карта выбора правильного направления. Ну и понятно, это карта радости, это карта возможностей. И 6 кубков, которая нам выпала в середине, это, конечно, я допускаю, как какие-то контакты и по работе, например, да, о вас могут буквально вспомнить, о ваших талантах, или вы будете востребованы. И это не есть вообще на пустом месте какое-то предложение или проект. Это то, к чему вы уже прикладывали усилия. Но вы это, в принципе, что-то знаете. Так вот, ваши позиции, словно ускоряется какой-то процесс и ведет вас к популярности, к радости, мои дорогие, к счастью, к новому качеству жизни. Просто у кого-то проиграется через работу, а у кого-то и через личную жизнь. Итак, спрашиваем, что скоро случится или произойдет, хотя нам уже сказали, но тем не менее, в каких сферах жизни, может быть, вы будете принимать важные решения. Вторую карту мы достанем, это как неоконченная пьеса, так и я и решила ее назвать, что будет как раз продолжено из прошлого. И приятные события, в чем ваша сила или что вам помогает.
Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первое – это достижение, работа, бизнес, у кого-то учеба, может быть и документы, энергия денег и любовь, и личная жизнь. Давайте знаки судьбы. Первый знак судьбы – сохраняй себя, лев. Будь хитрее, буквально. Вот в этом оракуле Ленорман, обратите внимание, лиса. Обычно лиса – это хитрое животное, да, ну или где-то олицетворение, как метафора человека, который на своей волне. И тут, правда, тут и люди могут быть, понятно, каждый на своей волне, у каждого свои задачи. И их меньше всего волнуют чьи-то задачи или какой-то даже может быть проект общий. Поэтому вы можете оказаться в центре внимания, но, наверное, не поддаться на какие-то уговоры или буквально себя сохранять, может быть, и выйти из какого-то дела, или что-то переиграть, перестроить. Или когда вы, ну, к примеру, рассматриваете важные вопросы по документам, или пусть это по работе, или пусть даже по личной жизни. Максимальная конкретизация этого вопроса вам будет помогать. И одновременно на пару шагов вперед неплохо бы увидеть, к чему это приведет. Нужно вам это или нет, основной вопрос, потому что по лисе мы себя защищаем. И вот это мудрая лиса, и вы будете мудрой лисой, мои дорогие львы. Ну, как будто это первая карта, и это как знак судьбы, понимаете, именно так. И наша лиса охраняет лисенка, то, что ей дорого любимо. Вот ваша задача – охранять то, что дорого любимо, и, может быть, адаптироваться к каким-то условиям, ситуациям или важным переговорам, извлечь для себя максимально пользы, ну, может быть, и выйти где-то сухим из воды, но у вас для этого будет возможность. Тут у каждого своя какая-то история. И карта нам вот так вот бережное отношение к самим себе. Поэтому в угол себя не загоняйте, если у вас какой-то сложный вопрос, который вы прежний период жизни не могли решить. Будьте добрее, милосерднее к самому себе или к самой себе. Лиса обвела хвостиком и, посмотрите, всем своим телом защищает вот этого маленького лисенка. И это можем воспринимать как прообраз какой-то вашей идеи, желания, то, что или как мечта вы хотите осуществить. Поэтому бережнее относиться как и к самому себе, так и к своим мечтам. Может быть, ни одной мечте у кого-то так, и вы проходите словно по судьбе этот период жизни. Поэтому все то, что я говорила по восьмерке, еще до оракула, не думайте, что вот этот как период повторится еще раз. В эти 10 дней тут, правда, можно, если не решить какой-то вопрос, то, может, это какое-то дело, которое вам набило оскомину. Так вот, вы либо найдете какой-то красивый реверанс и выйти, как я сказала, сухим из воды. И есть возможность, мои дорогие львы, либо вы завершите какой-то процесс разочарований. Именно потому что надоело, когда плохо. Или, мои дорогие, пусть даже все хорошо, но в некоторых вопросах очень сложно, то вот из этих сложностей вы все равно найдете удобный фарватер. Лиса. Одним словом, мудрой лисой призывает, как знак судьбы, быть карта. И у вас уже перемены на пороге. Это у кого-то проиграется по работе, получение новой должности, или какой-то переезд, или работа будет связана с перемещениями. Вы выходите на авансцену постепенно. И, конечно, это от ваших приложенных усилий, если мы сидим и ничем, ну, не хотим что-то продвигать, а мы во всем разочаровались. Я могу такое допустить. Я читаю ваши комментарии, мои дорогие. И, в общем-то, не свойственно совершенно пишут мне, и на почту, кстати, тоже пишут, что все так плохо, а вы говорите о чем-то вообще, то, что к моей жизни не относится. Но нужно быть реалистами, безусловно. Но и понимать, мои дорогие львы, я сожалею, если по разным причинам вы оказались в патовой ситуации. Но жизнь нас еще и учит. И, может быть, вот эта патовая ситуация, когда нам кажется, у меня опустились руки, так это просто нужно и отпустить что-то, и начать в каком-то новом ключе. Или развивать свои таланты, к примеру, или просто не допускать каких-то разочарований, или когда мы перестаем верить в себя. У вас действительно
благополучный период жизни. По крайней мере, все карты иногда ведь складываются, согласитесь, кто смотрит мои прогнозы, я не подгоняю значение карт под какой-то условно добрый знаменатель. Мы смотрим с разных сторон карту. И если нужно быть в чем-то внимательным, вот да, как по карте лиса, мы говорим, будь внимателен. Или будь мудрой этой лисой. Может быть, и есть разные события, но ты можешь выйти из сложного положения. Но это предполагается ваши действия. А по королю здесь вам и высшие силы помогают. Поэтому знак судьбы, как действительно сама судьба пытается, вот как этот корабль, войти в вашу жизнь через исполнение желания. Судьба, ну не то, что войти, да, я, наверное, неправильно выразилась. Судьба пытается до вас донести, что, может быть, ты застрял в каком-то восприятии мира очень однообразном. Ведь по кораблю это перемены. Это перемены, как и внешние события, но это опять же и возможности. И если мы уже завершаем, конкретно переходим на нашу земную жизнь, по аркану корабль мы можем рассматривать как переезды по личной жизни или когда какие-то люди в вашу жизнь входят, откликаются, может быть, из разряда тех, которых вы уже знали, или когда вы сами возобновите какие-то контакты, и часть контактов будет определенно полезна по той или иной причине, но эта карта, когда вы еще и по работе можете сменить несколько направлений на то, что вам придется работать с большим объемом информации, вам придется работать с большим количеством людей. Кому-то из вас понадобится, может быть, знание иностранных языков, я такое могу допустить. Или если вы даже знаете один-два, или наоборот, вы придете к выводу, что именно это вам сейчас необходимо и можете начать изучать. Быть востребованным через знания ваши, через ваши таланты на рынке труда или для себя какую-то совершенно новую арифметику, открыть возможности, и я такое тоже допускаю. Корабль – один из символов Меркурия, и это информация, это быстрая наша адаптация и сами по себе перемены, но одновременно исполнение желания. Знаки судьбы, третья карта. Но, может быть, поэтому нам и говорят тучи. И тучи это не есть что-то постоянное, это лишь то, что накладывает тень на нашу жизнь. И нам говорят, туча уйдет и выглянет солнце, но какой-то период, может быть, день-два из этих 10, не все ясно, не все понятно. И если не понятно и не ясно, это не значит, что мы должны от чего-то отказаться. Вверху карта лиса. И значит, займите какой-то нейтралитет. Вот это нейтральное положение, когда мы не вынесли вердикта и не сказали, может быть, кому-то и нет, и, может быть, кому-то да. Но тогда мы в любой момент, пусть мы подождем еще денек, или, может быть, это час какой-то на обдумывание, а потом точно с чем-то определимся. Возможно, и какой-то запасной аэродром вы для себя разработаете как новый план. По аркану тучи нам говорят о том, что есть еще какие-то события, которые для вас не проясненные, но так или иначе скоро выглянет солнце. И шестой аркан – это всегда 6 по нумерологии победа. Поэтому и вот такая подсказка, как знаки судьбы, когда вы можете подумать, например, вроде бы какое-то дело продвинулось, да, и вы уже чем-то воодушевлены, и вдруг раз тебе стопор. Или какая-то пришла еще информация сбивчивая, и она вас вынуждает остановиться. Или вы можете задуматься, а так ли уж правилен мой план? Аркан метла нам говорит, освободись от ментального мусора и от того, что уже не имеет значения. И часто наша какая-то прежняя история нам может добавлять со знаком минус каких-то воспоминаний и буквально какого-то мрака, да. Если были, у каждого из нас есть те периоды жизни, когда не все складывалось гладко, но не время анализировать прошлое, как будто само прошлое, мои дорогие, пытается от вас оттолкнуться. Искусственно не притягивайте те вопросы, которые у вас в прошлом не удалось осуществить. Идите уверенно вперед, и при этом будьте аккуратны. Будьте вот этой лисой мудрой. Хорошо, что же скоро случится или произойдет? Вам придется делать выбор, причем такой, как вот в яблочко, да, буквально
От вашего решения будет зависеть, наверное, вот это солнце, качество жизни. По двойке мечей. Это был, возможно, какой-то тупик, но вот теперь, с учетом восьмерки жезлов, словном процесса, дела, вопросы на этой декаде будут ускоряться. Но это не исключает выбора, не исключает какой-то двойственной ситуации. Нам не говорят конкретно, какая сфера жизни, но по мечам это могут быть как вопросы с документами. И, значит, где-то карта дает подсказку, прояснить для себя что-то максимально. А если для вас решается какой-то серьезный вопрос, тогда карта будет давать совет. Защити себя, может быть, с позиции закона, через какой-то документ, бумагу. Или буквально, когда ты подписываешь что-то, прочитай внимательно, разным шрифтом. Или, если это вопросы даже денег, может быть, у кого-то касаются, или каких-то важных согласований. Здесь нужно, словно, прицелиться, мои дорогие. И вот я говорила, отступить полшага назад, да, по аркану тучи. И перед тем, как вот представьте, что вы дротиками стреляете по мишени. И прежде чем, вот вы взяли уже в руку, но прежде чем вы пустите этот дрот в полет, вы ведь словно либо наводите фокус, либо отступаете полшага назад. Вот этот прицел важный, вам какой-то нужно взять, а потом выстрелить и попасть в яблочко. Это для вас как будет вот такая возможность, вот от такого выбора. Какая же тут неоконченная пьеса? Ну, это, наверное, все то, что я говорила. Не позволяйте прошлому, а по девятке мечей. Это карта и искаженного восприятия, и погружения в наши воспоминания. Но это не имеет никакого значения. Мы сами себя, словно вот в этой мрачной комнате, заключаем, а внешне уже восход солнца. По направлению к солнцу нужно двигаться. И у кого-то из вас эта подсказка будет такова, потому что по девятке мечей у нас идут еще бессонница. И у кого есть такой недуг, тогда нужно либо, если это уже хроническая какая-то форма, может быть, и есть смысл обратиться к специалисту. Ну и не повредит здоровый образ жизни, что я имею в виду. Ну, может быть, уравновесить режим труда и отдыха, контролировать свои собственные мысли или окончательно понять, откуда ноги растут у какой-то проблемы, мои дорогие, или у какого-то вопроса. И вполне вероятно, вы придете к выводу, что это вы себе что-то надумали. То, что есть в реальности, как будто карта говорит, оно совершенно не в твоих где-то проекциях мыслей. В тех проекциях, которые тянутся из прошлого. Тут действительно новый день, новые реалии, новые возможности. Но для вас, для кого-то из вас, мои дорогие львы, есть риск погрузиться вот в это обдумывание или в какую-то глубокую философию на мелком месте. Приятные события. Вот посмотрите. Долго говорила по девятке мечей. А тройка мечей, я ее, кстати, люблю, эту карту. Чтобы вы не думали, да, я говорю совершенно искренне, потому что это карта своего рода выздоровления. И это не есть то, что происходит в эти 10 дней. Я часто называю, кто смотрит мои видео, знает, карта здорового равнодушия. Почему? А потому что было где-то раньше израненное сердце. А вот здесь у нас макет буквально сердца. И посмотрите, явно человек, который долгое время был, как вот в этой девятке мечей. И в каких-то разочарованиях. Тот, который себе рисовал вот этот вечный дождь или вечное ожидание какое-то. Но теперь в этот макет, словно сам человек, воткнул эти 3 меча, поставил 3 жирных точки. И сам вот с этого лежака, и вот этот дневник, здесь много дневников, девушка что-то пишет, анализирует, но тут уже буквально даже кот ее успокаивает, да, потому что что-то не имеет значения, понимаете? И вот здесь, видимо, находит в себе силы, как будто человеку уже все равно. Его отпустило. И вот это здоровое равнодушие дает нам прекрасный приоритет. Вот ту ситуацию, которую вы пережили, мы переводим в Его Величество опыт на будущее. Если мы столкнемся с чем-то подобным, не повторить какую-то ошибку. Но и с другой стороны, мы выходим вот из этих разочарований. И пусть это сердце, если вот пронзенное, да, когда-то прежде было настоящим сердцем, и оно болело,
то нам будут говорить, что да, эти шрамы, они уже зажили, но они тебе время от времени будут, может быть, напоминать о том, чтобы ты себя научился сохранять по-новому. Дела, работа, бизнес. Правда, опять выбор. Влюбленные. У кого-то может быть не просто дела, работа, бизнес, а вопросы, связанные с деньгами, и где-то перекликается по отношениям, может быть, оформление отношений. Я здесь вижу продолжение какого-то союза, но это старший аркан, и с учетом всех карт продолжение союза либо по работе, либо по личной жизни, но в каком-то новом фарватере или в новом аспекте, с новыми возможностями вы что-то тут переиграете, переделаете, хотя и выбор вам тоже придется делать. Нам об этом сказали не раз. Но старший аркан и все же влюбленный, опять же шестой аркан, подразумевает какую-то победу, и мы можем договориться. Для вас нет ничего невозможного. Будьте мудрой лисой, в очередной раз вам говорю. И для вас, может быть, вот этот выбор будет как раз означать где-то сложность выбора, потому что пятерка пентаклей – это у нас всегда недостаток проходит. Но это карта мелкая. Недостаток во взаимопонимании или как отправная точка, что-то переиграть, недостаток по деньгам. И когда мы от чего-то не отказались, или когда мы не бездействуем, может быть, вам и придется принимать, мои дорогие, Соломоново решение. И это будет касаться денег и документов. Я вижу взаимосвязь между вот этими двумя арканами. Ну и правда, потому что деньги откуда-то к нам приходят. У кого-то это даже через личную жизнь будет, да, когда вопросы благополучия или вашего семейного бюджета, может быть, помощи, либо вы помогали прежде, либо вам может тоже кто-то помощь оказывать из ваших близких, может быть, родственников далеких. Но вот есть тут что-то, что вы должны для себя с точкой прояснить, или куда теперь прикладывать ваши усилия, к чему стремиться. Но я вижу, что есть вы не одни. Здесь есть люди, на которых вы можете и опереться, и, может быть, это и по работе, пусть один человек, но какое-то такое продуктивное партнерство, или пусть по делам, тут тоже есть та персона, которая вам может дать дельный совет, или конкретно по личной жизни, может быть, из прошлого есть какие-то контакты, как добрый друг, ну, у каждого тут по-своему. Личная жизнь, ну, правда, тут вам сама фортуна, и все то, что я рассказывала, как перемены. И по колесу фортуны нам снова говорят, что ты не теряй времени, потому что всегда цикличность, колесо сначала вроде несет нас наверх, да, вот этот обод, а потом будет спад. И поэтому не думай, что если тебе что-то предлагают, это будет предложено еще раз. Или если у тебя, знаете как, может быть, так бывает в нашей жизни, в один день что-то решается, ну как складывается. Один вопрос решился, второй, третий, и вроде бы вы уже устали, а тут нужно что-то и продолжить. А вы думаете, ну-ка да, я оставлю на завтра. Так вот, а завтра вы как вот эту нить Ариадны словно потеряли. Поэтому не теряйте времени в эти 10 дней. Сама фортуна пытается вам где-то и в личной жизни помочь или что-то исправить. Это старший аркан. Здесь могут, как и люди, где-то откликаться. Или вы сами можете, у каждого свой вопрос. Это старший аркан. Можете что-то и завершить ведь тоже. Но для вас это продуктивное время. Перекладывайте на себя не совсем простой расклад. Здесь, правда, может быть для кого-то из вас сложный выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.